Друзья, всем привет! Сегодня мы будем с вами проходить 23 главу «Подводные руины обычного режима». Я в эту главу еще не ходил, но с виду она очень красивая. И, ребят, я вам сейчас покажу, каким луком я буду идти проходить эту главу. Первоначально хочу сказать, что я практически одет полностью в древнелегендарный. К сожалению, у меня еще нет Мечграда древнелегендарного, но, тем не менее, я думаю, что этого более чем достаточно, чтобы пройти 23 главу. Совсем недавно, ребят, я собрал книгу Совы древнелегендарную, и, не знаю, это было такое чудо, я ее собирал действительно очень и очень долго. Думаю, еще каких-то месяц, может, два, и я соберу также древнелегендарный Мечград. Ну что ж, давайте, в принципе, приступать к прохождению этой главы. Глава действительно очень красивая. Со скиллами тоже, ребят, вы видите, сразу начинает вести. Я надеюсь, что я увижу новых мобов каких-то. И да, ребят, смотрите, новые мобы присутствуют. Они бьют на дистанции. Главное понимать вот диаметр, куда они стреляют. Ну а так, пока я новых мобов не вижу, глава очень красивая. Реально настолько прикольная. Эти пузырики везде, как будто ты под водой. Я думаю, в эту главу идеально подойдет новый костюм Хеликса, который вот недавно тоже совсем появился. Ну и, конечно же, эта глава предназначена для прохождения Квеи. В честь нее и сделали эту главу. Я бы с большим удовольствием именно ей проходил эту главу, но, к сожалению, у меня этого персонажа еще нету, так что проходим тем, что есть. Я выбрал Тень. Тень, у нее самый большой ДПС по врагам, урон очень хороший, плюс атака тьмой. Думаю, что это будет более чем достаточно для прохождения этой главы. Пока глава проходится довольно-таки просто. Я понимаю, что это первые уровни, дальше будет посложнее, но почему-то мне кажется, что 23 глава будет намного проще проходиться, чем, например, 21. Ну и смотрите, те же грибы, которые были в предыдущей главе, они присутствуют и здесь. Давайте смотреть первого босса. Первый босс, ребят, это краб. Он меня преследует, но у него просто-напросто нет шансов. Помню, когда мы играли еще где-то месяцев 4 назад, наверное, 5, когда мы играли в 16 главу, краб приносил нам очень много дискомфорта, но сейчас он расходится просто на ура. Я думаю, что так как обычная глава, так и героическая, 23 будет довольно-таки простой. Тут теперь понять надо главный вопрос, насколько интересные здесь мобы и кого разработчики на самом деле с мобов могут добавить. Вот, например, один из мобов вы видели его, да, новый, и я думаю, что его в скором времени добавят нам на ферму. Также очень интересно посмотреть, насколько много здесь падает золота. Пока вот 15 этаж, да, уже 12 тысяч золота есть. Если здесь падает 35 тысяч золота без рулетки, ребят, это действительно очень четкая глава для прохождения и для фарма. Проходится она довольно-таки легко. У меня сейчас, по-моему, 16 тысяч атаки на Тени, но я думаю, что в принципе 11-12 тысяч можно проходить. А чтобы вообще комфортно было проходить, то, конечно, чем больше, тем лучше. Но 14 это более комфортное прохождение. Давайте смотреть второй босс. Это бомбы, которые на вас стреляют, скидывают свои снаряды, да. И их двое. Ну, они не доставляют вообще никаких проблем. Просто главное уворачиваться от их снарядов. Они бьют как-то, ну, прямолинейно, что ли, да. То есть проходится очень хорошо. Второго босса мы также убиваем, ребят. Это без рулетки у нас уже 15 тысяч на 20 уровне. Думаю, что где-то 30-32 тысячи точно должно быть. А если вы еще и будете с рулеткой крутить, ребят, ну я думаю, что 1050 с этой главы действительно можно будет выносить. Вот эти мобы новые, они довольно-таки прикольные. Я бы очень хотел, чтобы они появились у нас на ферме, потому что ферму надо развивать. Ферма дает очень большой прирост как в атаке, так и в ХП. Плюс какие-то бонусы в виде усиления базовых статистических показателей. Так что ферму надо развивать все дальше и дальше. Главное, чтобы разработчики не останавливались на том, что есть, и добавляли мобов, которые, например, присутствуют в 20 главе, вот, например, в 23, 22 главе. Есть еще ряд мобов, которых действительно будет очень круто получить на ферму. Проходится глава, ребят, ну, пока я не скажу, что очень сложно, половину пройдено уже, скиллы у меня довольно-таки хорошие. Я думаю, что Аквея тут тоже бы казалось очень хорошо. Если говорить уже несколько слов, ребят, про Аквею, когда вы соберете ей, по-моему, то ли 5-ю, то ли 6-ю звезду, мне кажется, это будет топовый персонаж для игры в PvP режиме. Но
к сожалению и ах, да, для этого надо очень и очень много времени, либо очень и очень много денег потрачено в игру, чтобы получить Аквею хотя бы там 5-ю звезду. Мы уже играем довольно-таки большой промежуток времени, но вот даже у меня еще нет ни одного персонажа с 7-й звезды. Так, эти боссы, ребят, тоже довольно-таки простые. С ними я уверен, что у вас не будет никаких проблем. Мне интересно, вот, например, в 20 главе, да, если вы помните, если вы прошли ее, то финальный босс — это была птица. Мне интересно, здесь тоже должно быть что-то такое интересное, и вот на это будет очень и очень интересно посмотреть. Ребят, пользуясь моментом, хотел вас попросить подписаться на канал. У нас уже на канале будет скоро 7000 подписчиков, и на эту цифру я буду делать новый конкурс на 3 боевых пропуска. Так что не пропустите этот момент, подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх. Это тоже очень сильно меня мотивирует. Плюс оставляйте свои комментарии, с какими статистическими показателями вы смогли пройти 23 главу. Это тоже будет интересно. Я всегда на все комментарии, друзья, отвечаю. Ну, а если кто-то меня хочет поддержать каким-то другим способом, я ссылочки оставляю всегда под видео. Это тоже будет как дополнительная мотивация. Окей, проходим дальше. 35 этаж мы прошли. Прохождение довольно-таки хорошее, удачное. Тем более скиллы превосходные нам нападали. Тень со своим ДПСом очень хорошо здесь залетает. Плюс меч Град даже на ультрафиолетовом градации, да, показывает себя очень и очень хорошо. Ребят, у меня для вас есть еще пару интересных идей. Я записываю каждый раз, сколько у меня получается нафармить камней, я имею в виду самоцветов. И в конце месяца я вам покажу, какое количество каждого самоцвета у меня получилось собрать. Это тоже довольно-таки интересно, потому что мы все знаем, что там около 3000 камней надо, чтобы перевести основной камень на 10 уровень. И это очень, ребят, очень долго. Очередной босс. Я этого босса ожидал на ферме, но его так и не появилось. Он как-то, по-моему, если я не ошибаюсь, был в 14 главе до того, как его оттуда убрали. Да, снес он мне довольно-таки хорошо. ХП 42 тысячи осталось. Надо как-то подходить к финальному боссу по фулу, потому что я действительно не знаю, как он будет выглядеть. Итак, смотрите, уже 30 тысяч золота у нас получилось нафармить к 40-му этажу. С рулеткой я уверен, что это было бы, ну, как минимум 45 тысяч уже. Вывод один. Эта глава реально очень хорошо подходит для фарма золота. Причем проходится она довольно-таки быстро, около, 8-10 минут вот на моем уровне, да, с моими 16 тысячами атаки. Если у вас, ребят, больше, она будет проходиться довольно-таки намного быстрее, чем делаю это я. Окей, двигаемся дальше. Остается уже совсем немножко, еще 7 этажей, и мы посмотрим на финального босса. Трудностей, честно, никаких не было. Глава действительно очень и очень красивая. Разработчики над этим, наверное, заморочились и сделали действительно поистину красивую главу. За это им большой респект, но есть куча моментов, за которые им респектовать и не стоит. Так что об этом как-то в другой раз, ребят. Но сейчас мы проходим 23 главу и подходим уже, в принципе, к финальному боссу. Тут главное, видите, у меня 88 тысяч хп. Главное сейчас не попасть на некоторое количество снарядов, чтобы вот с таким количеством переходить к финальному боссу. Посмотреть хочется вообще, как он выглядит и что он может. Итак, ребят, 49-й есть этаж. Давайте двигаться к финальному боссу. Думаю, что это будет очень и очень интересно. Ну что ж, затаили дыхание. Это первый взгляд на финального босса, ребят. И давайте смотреть, как он вообще выглядит. Вау, ну очень крутой. Это осьминог с шляпой на голове. Такой капитанской, да, я бы сказал, что даже что-то взято с Карибского моря, пиратов Карибского моря, кто смотрел этот фильм. Ну, расходится он действительно очень быстро. Он как-то бьет прямолинейно. И вот как вы зашли, так и оставайтесь по центру. И у вас вообще никаких проблем, в принципе, с убийством этого босса не произойдет. Ребят, прошли мы эту главу, 50 этажей позади, 35 тысяч золота мы получаем за прохождение этой главы. Реально очень крутая глава для фарма. Так что, кто уже дошел туда, обязательно фармите эту главу и будете хорошо вознаграждены золотом. Окей, выходим, открываем для себя 24 главу. Я ее тоже буду, ребят, проходить обязательно на видео, но немножко позже. А также у нас остается 25-я, 26-я. И после этого мы будем приступать к
героическому режиму. Еще раз вам показываю, каким луком я прошел. 16 тысяч атаки, 61 тысяча хп. Если у вас меньше, вы также можете это пройти. В общем, вам всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Обязательно. Это большая мотивация для меня снимать ролики дальше. Ну а вам всем хорошего дня и до скорых встреч. Пока-пока.